наклейка датчиками, фиксация. Это редкая любительская гонка, где тренировка является и квалификацией. Засечка идет по вот этим датчикам. Года Honda, смотри, видишь рядом. Лучшие пацаны на Honda всегда. Короче, тема какая? Первые 3 минуты это проба старта. Очень важный момент, надо понять зацеп. Старт это 50% гонки, поэтому надо понять, где сидеть, что загружать. Вот 3 минуты нам это дается, мы сейчас будем вот так по короткому кругу. Тренировка, она же квалификация. Общее время 20 минут. Из этих, ну то есть это свободные заезды, когда каждый катается сам по себе, в режиме, который ему нравится. Первые 3 минуты это мы пробуем стартовую площадку, зацеп. Какой зацеп? Зацеп всегда разный. Если это лед, то скользко, надо больше зад загружать. Если много грунта, больше вперед уходишь. По тренировке засекут лучший круг у каждого гонщика. Победитель, он будет первым выбирать себе место на старте. Первый поворот довольно острый получается. На данной трассе выгодно стартовать слева от будки. Потому что получается плавная траектория входа в первый поворот. Вот если стоять справа, то вообще врубаешься в остров. То есть справа вообще не выгодно стартовать. Погода прям на грани фола вообще, на самом деле. Оттепель это очень плохо, потому что грязь, вода, сырость. Никто не любит оттепель зимой. Поэтому вот погода пока держится. Но я думаю, сейчас подморозит и будет шикарно. Я думаю, будет хуже, честно говоря. Вот я сейчас вышел, открытой грязи, воды нет. Самый главный отец, кого снимать? Ну я, конечно, ёпта. Ну, короче, я тебе так скажу, смотри, вот с Илюхой мы всегда конкурируем. Всегда. Но я на этой трассе готовился. И получше. Ты скажи, сколько тренировок у тебя здесь было? Здесь одна тренировка была. В те выходные приезжал в субботу. Одна? После прошлой гонки. Время не засекался? Я так катался, так нравится. Его надо обгонять, потому что если я его не обгоню, то мне позор. Ну, мы за тебя болеем. У меня задача в тройку заехать вообще. Есть. Но сегодня прям очень плотный состав. Его не пропустить кого туда. Сегодня очень плотный состав, все мои конкуренты приехали, вот прям все, от и до. Я считаю, наш класс самый топовый, хобби 35+. То есть это когда мальчики сами накопили себе на мотоциклы, уже натренировались, как бы, и такое совмещение амбиций, как бы спокойствия и прям вот у нас опыта, да. То есть вот сегодня это самый массовый класс, мы не помещаемся на стартовую машинку, сейчас будет квалификация, будут отсеивать людей. Вот этот товарищ, 11 номер, он первое место в декабре занял. Где 11? А вот он, вот он. Вот он, отец. Настрой на гонку самый что ни на есть боевой. А? Не, прогноз не ставлю. Мотокросс это такая непрогнозируемая вещь. А как трасса вообще нужна? Сегодня не знаю, сейчас узнаем. Сейчас сделаем пробы старта. Сделаем засечки, посмотрим. Но мне кажется, очень хорошо подготовили, я так со стороны посмотрел. Мне кажется, ну навернуться понятно, что реально, но в целом она безопасная, мне так кажется. Агрессивный гонщик, ни одного обгона без контакта у него. Вот этот, Илья. Я так понял, отцы, они самые последние подтягиваются. Ну, они на опыте, что, на расслабоне начали. Я вот что-то нашего отца не вижу. У нас 107 номер должен быть. Он любитель такой же, как мы. Он в том году выиграл эту гонку. Вот он как раз с этим Ильей бодался. На вас сказали, самый агрессивный гонщик. Это так и есть? Нет, это неправда. Я очень мягкий и ласковый. Сказали, ни одного поворота без контакта. Неправда, неправда. Это наговоры. В линзах нормально, без линз плохо. А они не высыпают? Нет. Все начинается со свободных тренировок.
Это еще не гонка, но задач нужно выполнить много. Как я уже говорил, попробовать зацеп на старте, внимательно просмотреть всю трассу, как ее подготовили, как почистили, найти и попробовать разные траектории. Ну и самое главное, проехать хотя бы один быстрый круг, чтобы успешно пройти квалификацию. Короче, у нас борьба обычно круче, чем в классе спорт, потому что у них там все друг от друга отъезжают, а у меня вот, например, от третьего места отличает 0,04 секунды, представляешь? Поставил старую резину, потому что думал, что оттепель и мягкий грунт, но на самом деле офигенно классная погода, грязи нету, чуть-чуть местами кашется, но она сейчас подмерзнет. И такой твердый, мерзлый грунт, короче, нужна хорошая свежая шиповка, который у меня есть уже на собранных колесах. Нужно только перекинуть колеса. Если бы я в тройку заехал, я бы резину не менял, потому что жалко. Здесь бывает камни вылазят, и задний баллон быстро убивается. Вот, я поэтому сразу не стал задний ставить свежий. У меня, короче, тема с колесами. Как знаешь, как в концлагере смена постельного белья. 18-я палата меняется с 69-й. Также у меня несколько старых колес, которые я ставлю по обстоятельствам. Вообще на гонку неужели нельзя было новое колесо? Ну и вот оно у меня в запасе есть, я его просто берег. Ну чувствую, плывет зацеп, и конкуренты не дремлют, поэтому надо идти ва-банк. Участвуешь, нет? Да, участвую. А что, у тебя же плечо было сломано или что? Такое, чуть-чуть. После травмы, да, плечо не очень. На квалификации второй. Постараемся приехать в призах. Класс без шипов. Да, класс без шипов. Профи, класс без шипов. Ты резину будешь сам вручь. А, только колесо. Вот это самое лучшее, на которой и поедем. Одобряешь? Бомба. Но она не новая тоже. Пойдет. Передок будет у меня совсем новый, а задок вот очень свежий. Короче, иду ва-банк. Все ради победы. Надо заезжать в тройку, я считаю. Боремся до последнего. А какой это год? 17-й она? Кажется 15. Покупайте КТМ, и будет у вас все хорошо. У меня заезд уже через полчаса, я, блядь, сейчас сдохну реально. Пробуй, стрельни у кого-нибудь. Нет, не мой. А, У меня все нормально. Она тренировку уже пропустила. Сидеть только ехать, только если на разгон. Это пиздец. А ты шпионка это чисто, чтобы не залетало? И вода, Да, чтобы грязь не слезала, потом взял, сдернул у тебя чистые боты. Все у тебя хорошо. побольше разогнать. Почти. Что-то справа. Он завелся. Он завелся, конечно. Справа все делал. Я что-то говорю, что вот на этот разъем. Почему я не ставлю новую резину сразу на гонку? Причина очень простая. В нищебродстве. Жалко, блин. Сейчас комплект новой шипованной резины стоит 35-40 тысяч рублей. Вот, поэтому я думал прокатить на старой,
не прокатывает. 4-е место меня не устраивает. Иду ва-банк, ставлю максимально новую резину, которая только есть у меня в автобусе. Здесь должно было быть 3 гонки за зиму. А реально вот была одна в декабре, она как бы к прошлому году относится, и 2-я сейчас. Рома на удивление не тренировался, блин, 1,5 месяца 2-е место показал. Если что, у меня в машине всегда тепло, там у меня Webasto работает, можете там греться. Вот видишь, тут уже шашка разрушена, и ну ты уже новую туда нормально не вставишь. Там самый трудоемкий процесс в шипованной резине, это сама шиповка. То есть основа резина без шипов, там она условно стоит там 5000 рублей. А вот такая резина уже зашипованная, новая, 20-ку стоит. Резину производит один завод, а шипует другой. Притом, ну, шипуют все подряд. И в России, и в Финляндии, и там в Эстонии. Раньше была такая компания Трелеборг. Вот она специализировалась на этой резине, но потом ее купил Митас. Теперь эту резину производит Митас. Там на эту тему было очень много споров, когда вот Трелеборг умер, и появился Митас, и вот все ходили и искали, где же вот этот заводской Митас. Вот у меня заводской, вот в коробке заводской. Но, по-моему, его изначально не было заводского. Вот, что ты тут поменяешь? У тебя уже основы нету. Вот, ты сюда шип вставишь, он вывалится. Вот, видишь? Наоборот делают парни. Вынимают шипы вот эти боковые, берут какую-нибудь старую, ну, берут резину нормальную и засверливают и вбивают туда. Вот так, я знаю, делают. У кого вообще денег нету, они вот такую резину покупают и дюбелями дошиповывают ее. Вот, видишь, чуть-чуть грязь есть. Вот, а, соответственно, за защитой она тоже есть. Это так, чтобы просто меньше грязи в сальники, в пыльники попадало. Дольше так ходить будет. Вот, видишь, я так тряпочкой потер. И все. Чисто. Все-таки с погодой повезло, потому что я боялся, что будет грязище, но нет. Трек хороший. Сейчас еще подмерзнет, вообще идеально будет. Зимой трассы ровней. Чуть-чуть похуже зацеп зимой, но ровнее трассы. Потому что грунт жесткий, он так не выбивается. Летом он сразу в ямы, в гармошки превращается. Вот, поэтому скорости похожие. Ну, какой-то принципиальной разницы нет. То есть там больше от погоды зависит. Не, вот бортировка капец отнимает. Я сегодня утром заднее бортировал, еще старое. Оно такое задубевшее. Блин, я камеру замучился, вставали. Все руки себе переломал. А колеса поменять ерунда. Коля спросил, закрываю ли я радиаторы на зиму. Один у меня всегда полностью закрыт, а второй я закрываю по погоде, ориентируясь вот на термодатчик. Более подробно об этом смотрите на канале Stantex в лайфхаках. Девчонки, а вы что, на мотокросс, нет? Ну, так, мимо проходили. Разбираетесь немножко? Нет? Мы так по лыжам, а может так догадаетесь? Скажите, в советское время в зимнем мотокроссе для чего использовали газету? Не знаете? В зимнем можно уточнить, ее использовали во время заезда или... Ну, для гонок, да. Газета? Ну ладно, ответ смотрите на канале Stantex в Ютубе. Договорились. Хорошо. За кого болеть-то будете, За скажите? тебя. За тебя, конечно. Какой номер? Пацаны, 18. Кто мне подсматривает, что-то так нечестно. Ну, девчонки не ответили на вопрос. Я думаю, ты ответишь. В советское время в мотокроссе для чего зимой использовали газету? Газету использовали, чтобы закрыть двигатель от холода. Почти, но не двигатель. Вот сюда накладывали, наверное, что-нибудь, Близко. насовывали в ботинки. Хрен знает. Чтобы петушка не застудить. Петушка. Конечно. А что ты делаешь? Место занял. Короче, единичка — это середина. То есть летом, если песок, делаешь побольше, потому что песок и так мягкий. Если наоборот где-то слишком такое бетонистое битье, можно чуть-чуть поменьше. Ну, короче, единица — это эталон. Вот 1,1 я ставлю. Когда шипы начинают выпадать, то уменьшаю давление, чтобы пятно контакта увеличить. Но тогда риск проворота появляется. Поэтому это только для тренировок.
Многие спрашивают, почему кто-то ставит чехлы на руль, а кто-то нет. Я их самых, честно говоря, не очень люблю. Но здесь такая трасса, очень много препятствий, постоянно двигаешься. То есть надо быть очень подвижным, много работы рычагами, поэтому нужны тонкие перчатки. На эту трассу я обязательно ставлю чехлы, чтобы ехать в тонких перчатках. Ну, кто-то, видимо, и в толстых справляется. Но они вообще мешаются. Вот чтобы они не мешались, я обязательно их ставлю на пластиковые лопухи. Потому что если их нету, то лопух начинает там в рычаг попадать, в палец. Неудобно. Ну, так нормально. Вот так я их уже не замечаю. Что такое? А? Представляешь, что... уже первый заезд? Да. Какое место? Я на старте упираюсь в машинку, не могу ее достать. Достаю. Вот у меня просыпается 15-е какое-то дыхание, я до второго места убираюсь. А финиш? Второй. Красавец. Кто первый? Назар? А третий? Ты ли сошел, говорят? Да. А что с ним? Цепь раскрылась. Ну, он выйдет на второй заезд? Как? Что с плечом-то у тебя? Причем подвывернул. Все нормально. Ну, ты что-то делал, нет? Или так? Ну, реабилитация. Ну никаких Ничего, вправлений, ничего ничего не пришлось делать, да? Но все равно быстро ты остановился. Да, я не знаю, что-то на тренировке даже у меня получилось так, что плечо нормально. Я понял, в упоре вошел что-то быстро, прям в спину защемило. Сильно прям вошел. Так нормально. Ну, красавец, давай. Второй заезд не хуже. Попробуем. Будем Я болеть. сейчас вилку привезут, я без вилки еду, у меня пустая вилка, без масла. В правильных гонках перед заездом обязательно есть круг показа. В мотокроссе трасса меняется каждый круг. И чтобы увидеть актуальное состояние трассы, и нужен этот круг показа. Лично для меня это еще и отличная возможность разогреться перед стартом. Азамат Каримов, РРЦ, Борис Кощеев, мототрек. Тут первый Роман Ворона, красный крылья. Был круг просмотра, сейчас мы вернулись на свои места по результатам квалификации. Начиная оттуда, будем выбирать места. Он первый выберет любое, дальше второй, третий. И последнему останется какое-то одно место. Как трасса? Кайф, все подмерзло, шипы поменял, то, что надо. На тех шипах вообще жопа была бы полная. Попробую, не знаю. Итак, барабанная дробь, пульс 200, старт! Самая волнительная часть заезда. Старт, к сожалению, совсем не получился. Начал гонку только 8-м. Это плохо для претендента на призовое место. Быстро начал выбираться, добрался до 5-го места, но заглох в суете. Заводился недолго, слава кнопки. И все равно откатился на 7-е место. Далее потихоньку стал 5-м. Проехал заглохшего Костю Гусева, номер 76, заняв 4-ю позицию. И передо мной оказались два однокомандника, которые очень активно боролись друг с другом. В итоге столкнулись и открыли мне дорогу на 2-е место. На этой позиции и закончил заезд. 15 минут плюс 1 круг пролетели незаметно и драйвово. Колясик, давай обниматься, не зря покрышки переобували. Ты это видел, а? Так это же еще не финальный результат. Нет, ну все равно второй. Стой, иди сюда. Слушай, ну что, старт не получился у тебя. Старт вообще не получился. Ну ты молодец, тебе за чистый обгон спасибо. А то ты в прошлые разы всегда с касанием обгонял. Ну я сейчас, мне Хабиров замечание сделал. Да? Не, Не, вообще четко обогнал, без вопросов. Так же, как и я из жопы выбирался. а чего ты радуешься? Это же не финальный результат. Ну, а если ты сейчас проиграешь, то в финале уже делать нечего, Коля, понимаешь?
Не, ну ты заметил, с 4 места до 2 я вообще супер доволен. А ты тоже 3-й, по-моему, на квалификации, да? Ты был 3-й, 3-й, а сейчас 1-й. Ну я же говорил, а меня Коля спрашивает, кто здесь главный отец, кого снимать надо? Я говорю, Илюху, видишь, как бы был прав. Ну все, давай, Рано спасибо пока. за борьбу, увидимся во 2-м заезде. Имею в виду, я просто так не дамся. Все правильно. Да, за 1 место 25 очков, за 2 место 22 очка, за 3 место 20 очков. И потом суммируются очки за 2 заезда, и по очкам, кто больше набрал очков, тот выигрывает. Поэтому у меня даже есть шанс, если я во 2-м заезде вдруг так случится, приеду 1-м, то я могу и 1 место занять. Но на самом деле то, что я 2-й, для меня это уже большое достижение, и моя задача проехать не хуже, ну или хотя бы в 3-ке. Хочу постоять на подиуме ради вас, дорогие подписчики Станtekс. Не зря меняли резину, не, вообще другое дело, просто кайф. Ну, держит ровно, предсказуемо. И с погодой очень повезло, классно, ровный трек, ровный зацеп везде. Очень кайфово. Старт просрал, очень много возни. Потом передо мной 2 моих друга-анархиста вот так возились. Один сбил другого, расчистил мне поляну, и тут мое дело было только стабильно доехать до финиша. Что я и сделал. Всем спасибо, смотрите 2-й заезд. Друзья, вашему вниманию командный тренер Анархии Рейсинг Зубков Алексей. Очень приятно, всем привет. В бывшем прошлом профессиональный гонщик, а сейчас создатель собственной школы, как Зубков Зубков MX School. Алексей, скажи, сейчас будет тренерский разбор заезда или тренерский разъеб заезда? Нет, будет разбор и рекомендации. Алексей Зубков входит в мой личный топ-2 тренеров всего мира. Ничего себе. Я не говорю, что ты не 1-й, я говорю, что ты входишь в топ-2. Понял? Хорошо. А я, знаете, сколько тренеров перебрал, так что реально крутой чувак. Вот я прям, Лех, серьезно, это без шуток. Благодарю. Спасибо. Геннадий провел замечательный заезд, старт ему не удался. Смотри, у меня первый рывок, ну, по ощущениям, я сделал хорошо. Да. То есть колесо вышло. Да. А потом вот так демоны, как со всех сторон, как сошлись. Ну, Мне что-то догазовать надо было. Пауза большая была, да, при переезде через машинку стартовую, через стартовую лестницу. Ну, я вроде не закрывал, я просто не добавлял, да, получается? Да. Как, то есть надо То есть вдобавку. надо было добавить, и тогда эта фаза вторая, она была бы в увеличении и в рывок как раз тот, который нужен. На тренировке мне показалось очень скользко, и я специально не перегазовал. Но я, правда, сейчас резину хорошую наверное, поставил. меня невнимательно слушал, наверное, меня перед стартом, поэтому... Я тебя вообще не слушал. Вот, Нет, вот. подожди. Ты про старт ничего не говорил. Ты говорил про подходы к поворотам. Не слышать было громко, говорил. Нас просто, когда в секцию по мотокроссу набирали, не говорили, что мотокроссмен должен быть умным. Он должен быть ловким, быть быстрым. Смелым, да. Смелым. Поэтому приходится по 2 раза объяснять. То есть, так, давай еще раз вот старт, потому что пиздец, я выбирался просто, ты ползаезда выбирался. После стартовой лестницы есть хороший островок с зацепом, и его нужно использовать в хорошее ускорение. То есть там прям... Да, нужно прям потом добавлять. Подсбавить, или да. как пойдет? Да, сегодня покрытие очень переменчивое, оно меняется с каждым часом, да, сейчас к вечеру, слава богу, подморозило, подсушило трассу, да, и это своего рода усложняет, наверное, задачу. Нужно быть более бдительным и внимательным, но, тем не менее, грунт классный, по нему можно очень быстро ехать, очень похоже на летний грунт. То есть там такой стол, короткий очень, перед ним нельзя полный газ ехать, ну там подбирает как бы очень. Во-первых, я не могу нормально, там короткий стол с острым приемником, и я четко не могу в приемник попасть. То есть, чтобы отгазовать хорошо, надо прям четко попасть, как по углу мотоцикла, так набрать и правильный угол мотоцикла, да, к приемнику. И сам прием, потому что даже если вот ты задом горбыль цепанул, уже ты не можешь нормально вниз открыться. Ну, как бы вот на моем уровне это первая проблема, да, то, что я не могу четко туда попасть. Ну и вторая, я вот с этим сейчас тренер работает со мной, чтобы я добавлял газу, потому что я очень недостаточно торможу перед входом в поворот. По открытию газа, то есть, еще раз повторюсь, да, покрытие сильно изменилось с того момента, когда прорабатывали стартовую зону старта, да, оно
стало намного скольже, да, а в некоторых местах, наоборот, где удалось прорыть лед, появился так называемый зацеп. И как раз те люди, которые не провели анализ этого факта, они допустили ошибку, то есть кто-то перегазовал, кто-то наоборот не догазовал, и получилось это. Короче, у нас в любительском мотокроссе бывают так называемые АБВГДейки, когда всех делят по уровню, по скорости. То есть А самые быстрые, Б помедленнее, С уже такие полудохлые и Д совсем новички. Так вот, самый опасный класс — это класс Д. Они вот там что вот так вот едут, их что-то боком выставляет, вообще жуть. Ну так же, скорее всего, и тут произошло. То есть у нас же любительский заезд. То есть если Здесь там... не было разделения, да. Да, то есть если первые 10 человек еще более-менее там опытные, кто регулярно тренируется, то в хвосте там как раз из класса D ребята, такие вот любители. Вот этих плюс вот у траекторий. кого-то могут быть плохие покрышки, да, то есть сейчас резина идет шипованная, да, у кого-то она может быть сильно изношена, из-за этого как раз и осуществляются эти пируэты. Алексей, спасибо вам. Спасибо вам. Низкий поклон. Всё. Ждем второй заезд. Это главный панк мотокросса, притом, я думаю, не только России, но и всего мира. И шоссейно-кольцевых мотогонок. Да, вот это вы обратите внимание на его мотоцикл, там только панк-рок. Ездит по принципу зигзага-макряга. Который и привел название анархии. Нет, подожди, ты знаешь, зигзаг-макряг, у него был слоган: самолет разбился, никто не убился. Толян за тренировку может вот на этом большом столе раза 3 упасть, да? Да. Потом встал, что-то, руку сломал. Да не сломал, нормально. Я на канале Станtekс про стантрайдеров видел, что помоечка решает. Вот в мотокроссе тоже. Вот так вот я смазываю цепь. Какую-то банку нашел от масла. И обычным маслом можно даже отработкой вот так раз. И все, и нет проблем. Вот видишь, уже даже вот за один маленький заезд тут уже начинает разрушаться шашка. И вот видно, шип затирается. Вот видишь? Но это трасса такая специфичная. Очень много камней и земли. Если по льду ездить, то эта резина там годами живет, и ей сноса нет. Хочешь результат, ставь новую резину. Ну, я спицы проверил, заглянул в амортизатор, что он чистый. Вот вилка более-менее чистая. Ну, чуть-чуть вот тут можно подтереть. Ну, так это не критично. Ну, в принципе, у меня жестких таких приземлений не было, так что это я так перестраховываюсь. Так, здравствуйте, подписчики. Это самое. Ну, ты обещал Алехина обогнать, ты обгонишь? Да, конечно, планирую сделать это в этом заезде. Все, договорились. Пойман на слове. Нет проблем. А можешь так, чтобы... Я просто ты можешь так свою работу. его обогнать, а меня нет? Нет, Так не получится? Ну ладно, я и на первый вариант согласен. У меня задача вытеснить из тройки двоих для того, чтобы занять какое-то призовое место. Ну, вообще у нас мечта-то, но она тяжело сейчас достижимая. Чтобы весь подиум был анархия рейсинг. Она легко достижимая. Ну как, Алехин должен не финишировать вот тогда. А Задача кого-то в простая. повороте поставить, что ли? Задача Да? проста, но это не наш метод. Че сова удивил? Да ты такой же сам. Вы оба как... Я же за вами ехал. Оба как долбанутые, газ держите вот так, несмотря ни на что. Бам, и валяй. Слушай, ну на таких трассах обычный 95-й я заливаю без всяких добавок. Если грунт вязкий и большая нагрузка на мотор, тогда уже 98-й или 100-й. Я так понимаю, что, наверное, и на песке даже можно на 95-м, но я перестраховываюсь и на песок заливаю 100-й. Полбака хватит. В баке что-то литров 7, но я вот где-то 2/3 налил, сейчас это за глаза хватит. Даже полный бак лучше не наливать, если упадешь, он начинает через трубочку вытекать, там в штаны может натечь. У меня один раз на эндуро так было, я упал, вот так меня мотиком зажало, и мне в штаны куда-то бензин течет, я пошевелиться не могу, там ждал пока следующий доедет, вытащит меня из-под мотоцикла. Вроде все готово. А, кстати, вот, знаешь, что про резину хотел сказать? Короче, это модель резины Mitos 454. Вот у нее, если она правильно зашипована, то каждый шип стоит со смещением относительно другого. За счет этого, когда покрышка вращается, то очень много дорожек она рисует.
И поэтому при там относительно каком-то умеренном количестве шипов очень хороший зацеп. Есть покрышки с большим количеством шипов, но за счет того, что все в один ряд стоят, зацеп хуже. Видишь? Видишь, сколько их много? То есть практически вся поверхность. Теперь ты что будешь делать? Отдыхать? Да, ну что-нибудь перекусить надо. Перекусить, отдохнуть, подслушать, что конкуренты говорят, где собираются меня обгонять. Объективно говоря, шансов немного, но они всегда есть. Это все же, ты слышал, все сегодня сказали, что это технический вид спорта. Может что угодно произойти. Ну, надежда есть, но я себе ставлю задачу оказаться на подиуме в тройке. Это меня устроит. Потому что на последней гонке я был 4-м. Лучший враг хорошего, знаешь? Я как бы буду просто ехать, а там как пойдет. Ну, короче, не без плохих новостей. Постоянный участник канала Stantex Паша Антонов, фристайлер, что-то разложился, не докрутил бэкфлип. Увезли. Говорят, рука, ребра. Ну, вроде так, не криминально. Safety is our priority. That's right. I've got that. Он не долетел, получается, с флипа и чуть-чуть не докрутил, по всей видимости. Я, честно говоря, не знаю, я ехал за ним, видел только падение уже. Падение, и я его попытался объехал и... Он в сознании? Да, все нормально. Выезжаем на круг показа перед вторым решающим заездом. Глобальных изменений нету. Мягкие места совсем исчезли. Такая чисто зимняя. Чисто зимняя, без глубокого снега. Нормально, классно. Кайфанем-то. Кайфанем, но что-то подустал немного, честно говоря. Второго заезда. На этот раз все получилось. Выигрываю старт. Еду первым. Пока сзади меня кипят нешуточные страсти, ребята борются, мешают друг другу. Моя задача ехать аккуратно и стабильно, не рисковать. Эта тактика позволила мне практически весь заезд оставаться первым. В конце заезда мой однокомандник Рома номер 107 догнал меня. Пару раз пытался неудачно обогнать. И вот нам попался очередной круговой гонщик. Рома угадал его маневр, а я в него уперся, и Рома стал первым. Так и закончили заезд, я на второй позиции. А я тебя специально оставил на первом месте. Какой?
Я второй, но по итогам должен быть первый, потому что меня обогнал Рома, который был пятым в первом заезде. Первое место Должен по итогу быть первым. Ну ты красавчик. Я Рому не стал даже бороться с ним. Я знаю, что он пятый. Вот он подходил к нам после первого заезда. Помнишь, тактику свою рассказывал? Он, возможно, тоже на подиум попадет. Ну смотри, да, у того третий. Блин, я не знаю, Алехин каким приехал. Костян, Алехин каким приехал? Алёкина я вынес. Все, он не приехал. Как бы был вопрос только по Алехину. Вот. А так как он где-то сзади, то все, нет вопросов. Ну, вроде все это сидит. Кого? Это Макс, я знаю его, он эндурист. Первый раз, по-моему, на кросс поехал на гонку. Я ему говорил, едь спокойно. Ну, вроде сидит Максим Родненков, 146 номер. Он всегда ездил по эндуро в позе креветки, а тут прям раскатился на кроссе. Я видел его на тренировках, он очень прилично ездил. Но, видимо, перестарался. Ты видел, как я старт сделал, блин? Да, вообще. Не облажался в этот. Ну, я постарался, я все учел ну рекомендации. чувствовалось, что ты был заряжен. Блин. Ехал первым, прямо вообще. И я старался на стабильность. Единственный косяк, я верблюда перестал прыгать. Мне повезло, что они там заковырялись друг с другом и не настигали. На верблюде такие. Вот самый последний трамплин перед финишем, он такой опасноватый. Он высоко выкидывает, резкий приемник, и там нарезаются колеи все время. Из-за того, что у него резкий вылет, все врубаются. И так на этих колейках иногда выставляет, я так думаю, не надо. Мои конкуренты, ребят, что такое? Где борьба? Всегда меня обгоняете. Всегда обгоняем. На Арбекова обгоним в следующие выходные. Это твоя трасса. Ты к ней прикатанный. А что, пожалуйста, приезжай любым вечером в Я Калининград. понимаю, ну мне ехать с юга Москвы сюда, чтобы покататься, ну мне Это интересно. суперкросс, надо привыкать. Темное освещение, какое темнота, освещение. А ты знаешь, что Суперкросс — это топовое соревнование в мире по мотокроссу? Ну я согласен. Я вас там выиграл. И ты нас там выиграл, ну ладно. ничего. Мы потом Ладно. отыграем, потом Ребята, отыграемся. мои Давай, конкуренты да. на трассе и братья. У кого новые шипы, тот и едет. Он сам себе может 5 секунд провести. Если вот на старых и новые ставят шипы, он сам себе может на круге 5 секунд провести. Ну, Серег, у меня есть такая разница. Не, На и точке, еще момент такой, Я не все-таки хотел, я трасса знал, что специфичная, это как бы гонки суперкроссовая. Тут под каждый элемент своя скорость, то есть надо прыгать и приемчик приземляться. Не надо сильно газовать, надо просто четко приземляться, как бы поворот Нельзя писать. перелететь, нельзя И, соответственно, залететь. прикатываться, как бы. Если к трассе прикатился, надо потренироваться, раз там 5 потренироваться, и уже будет лучший результат. Так с первого раза как бы тяжеловато, если честно, так ее запомнить, да. Говорю на прикатиться. камеру, на следующую зиму, 22 конец декабря, поставлю новые шипы. И тогда поборемся. Серега, ну-ка, Колян, давай, смотри. Поборемся. Все, засвидетельствовано. Давай, разбивай. Давай, все. Вот, отлично. Да, кстати, Илюха очень правильно говорит. Трасса на точность. Прямо обязательно надо в приемник попадать. И притом не только по расстоянию, но и по наклону мотоцикла, чтобы он в склон попадал. Без удара. Да. Но самое Всё интересное, правильно. знаешь, Если что? ты- Когда едешь легко, без ударов, не устаешь. Если газ держать, перелетать, ты приземляешься, тебя мотоцикл пробивает, ты еле удержался, тут уже поворот, как бы, теряешь скорость и сам устаешь, как бы, и скорость теряешь, как бы, и можно еще и Знаешь, что убраться. самое как бы. интересное? У меня последний круг лучше, чем у всех. А ты верблюда прыгал, кстати? Я все прыгаю. Вы прыгали верблюда? Это какой верблюд? Последний большой трамплин. Да, я его все время Который наблюдал. бах и полетит. Перед Прикинь, финишем. я вас обыграл, не прыгай этот стол. Вот, Ты прикинь? новые шипы. Прикатился к трассе, на домашней трассе, как бы. Ой, ладно, отмазались, да? Следующие выходные Арбекова. Ускорение шипы это много. А следующие выходные, они говорят, это у вас прям за забором там гонка. Ребята, перед вами победитель заезда и победитель... Я гонку выиграл, Рома. Ты понял? Понимаю. Да, победитель заезда и победитель гонки. Слушай, но ты меня обогнал, когда я не стал усираться и тебя жать, честно говоря. Но мне кажется, я бы и не смог. Я как и в первом заезде, повторюсь, не зря нападение. Я же пообещал тебе всех обогнать. Не, красавец, ты установку пообещал выполнил. и Нет, ты сделал. главное, и меня не обогнал, как мы договаривались, и Да. меня не обогнал, и ты в подиуме. Да. О, смотри, у нас поклонницы! Работаем! Ты! Я! Мы анархия! Увидимся на награждении.
Алехин все-таки третий, Да, Дронова вытеснил. И наша мечта занять весь подиум пока откладывается до следующей гонки. Я говорю, не надо загадывать, надо делать просто, как хотел сказать, работу, но это не работа. Выполнять свою задачу и все, и вот так получилось. Да не, рад на самом деле. В прошлый раз был очень расстроен 4-му месту. Наш буйный. В защиту алкоголя он сказал, что он одинаковый. И трезвый, и пьяный. Он уже не вяжет лыка, короче. Алексей, спасибо тебе! Спасибо! Супер гонки вообще! Наконец-то мотокросс начал приносить деньги. Ты! Я! Мы! Анархия! Сколько денег дали, дед? Пойдем в сторонку. Так, смотрите, любимый сок дали, все правильно, не пиво. Ребята, ну так как вы были свидетелями этой гонки, оставляю кубок в студии Stantex. Приходите, смотрите. О, маслицу, маслицу. Ну, это хорошее масло, такая баночка тоже прилично стоит. И, наконец-то, мотокросс начал приносить мне деньги. Сколько же там? Ну, что, нормально, я считаю. Шик. Десятунчик? Да, вообще шик. Но у меня же не ушаталась резина. Я где-то меньше, чем на четверть ее износил, так что все круто. Че, кайф. Медаль вместе с кубком придется отдать в студию Stantex. Они же комплектом идут, поэтому, ребята, заезжайте в магазин Stantex, посмотрите на красивые кубки и медали. Очень, кстати, очень классно сделано. Обычно покупают стандартные покупают в магазине, а тут прям очень креативно, красиво. Друзья, перед нами президент Московской мотофедерации, отец успешного мотокроссмена, основатель школы РРГ и организатор этой гонки. Алексей, что я тебе хочу сказать? Гонка эталонная. Вот я много где участвую, но такой организации нигде не вижу. Поэтому тебе спасибо большое. Спасибо. Ну, на высоком уровне. Стараемся. Подготовка трассы, стартовая машинка, электронный хронометраж. Все больше и больше людей вовлекается в эту историю, да, там, то есть все больше как бы новых людей, да, и наши как бы РРГшники, да, и департамент московского спорта нам очень сильно помогает, да, и как бы даже сами руководители самого стадиона, как бы нашего, на котором мы тренируемся, на котором вы как бы тренируетесь, они тоже потихонечку там с нами становятся менее материально зависимы, да, то есть они все-таки за какую-то идею. Кстати, очень классно то, что ночной формат, но скучаем еще по летним гонкам. Планируются летние гонки на этой трассе? Мы планируем в августе 5, 6, 7 провести здесь Россию и чемпионат Москвы. Это был чемпионат Москвы по мотокроссу, класс хобби Б, Москва, Крылатская, стадион технических видов спорта. Геннадий Зырин, канал Stantex. Смотрите и подписывайтесь.